Ракетно-дроновый залп по регионам России, введен режим ЧС. Страна считает погибших, названы тяжелые потери, заявления властей. Россия объявила новую фазу войны и назвала причины. Ответ Лукашенко и Путина Зеленскому: срочный созвон между Москвой и Минском. Почему говорят о предательстве со стороны Путина? Не Фриц и не Пиноккио. Мерц ответил хейтерам, как стал относиться к оскорблениям. Политическое чистилище. Срочная отставка президента. Парламент меняет Конституцию. Масштабная эвакуация. 1000 людей бегут из города. Президента кинули. Скандал в НАТО. Масштабная переброска войск Беларуси и приговор Лукашенко за шпионаж в пользу Украины. Как такое может быть? Эти и другие новости в выпуске. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко», 23 июня на календаре. Вы уже от меня 100 раз слышали, что в последний месяц YouTube барахлит и буквально прячет новые выпуски, поэтому нужна ваша поддержка какое-то время. Попытаемся пробить этот странный вакуум. Я прошу редко, но сейчас мне действительно и правда нужна ваша помощь. Оставьте сегодня, завтра и в последующие дни свои лайки на выпуске. К тому же можете подписаться на канал. Вчера кто-то из вас написал, что на это нет денег. Напомню, что подписка в YouTube абсолютно бесплатная. Это как в соцсетях добавить в друзья. Не переживайте. И давайте начнем. Дистанционная битва продолжается. Перед польским президентом захлопнули двери, и он вновь ответил Зеленскому. Навроцкий отреагировал на заявление Киева и уверяет, что забрал орден Белого Орла у Зеленского не из-за своих политических амбиций. По его словам, все польские патриоты понимают, сколько преступлений украинские националисты совершили на польской земле и какими трагическими были те времена. Далее цитата. «Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше мы не принимаем красно-черный бандеровский флаг». Конец цитаты. Зеленский в интервью ТСН, напомню, назвал историю с орденом исключительно политической борьбой внутри Польши. А Варшава считает наоборот. Зеленский пытается отвлечь внимание от своих коррупционных проблем. Об этом уже заявил глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач. Дорогой Владимир, господин президент, этот спор вообще не затрагивает внутренние вопросы Польши. Таких вопросов не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько зла украинские националисты причинили Польше, польским женщинам, полякам, польским детям. Президент Зеленский ошибается. Навроцкого не ждут, и он не едет на конференцию по восстановлению Украины, которая через несколько дней пройдет в польском городе Гданьске. Причина – нет приглашения от Зеленского. В Киеве ответили Варшаве. Приглашения нет, поскольку не совсем уместно звать президента Польши на мероприятие в польский город. Больше не жалуется и не стучит. Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно смягчил позицию по оскорблениям политиков и заявил, если кто-то назовет его идиотом, пусть называет. Мерц признался, что больше не подает жалобы из-за обидных высказываний и считает, что не каждое резкое слово должно становиться уголовным делом. Теперь в Германии все громче спорят о законе, который дает политикам особую защиту от оскорблений. Это параграф 188. Сам Мерц готов обсуждать его реформу, но предупреждает, когда атаки бьют уже не по человеку, а по государственным институтам, шутки заканчиваются. При этом в самой Германии сейчас правоохранители ведут дело об оскорблении Мерца в соцсетях. В настоящее время в прокуратуре Хайльбронна ведется несколько дел об оскорблениях канцлера по параграфу 188 Уголовного кодекса. За пост в Фейсбуке с выражением «лживый фриц» местный суд назначил крупный денежный штраф. Ответ Лукашенко и Путина Зеленскому. На фоне ультиматума Киева Минску, который истекает уже в конце недели, а я напомню, требование Украины убрать ретрансляторы РФ из 2 областей Беларуси, Путин и Лукашенко проведут переговоры. На повестке заявление Банковой и напоминание, что эти ретрансляторы могут быть уничтожены силами ВСУ. При этом у Путина уже намекнули, если подобный удар состоится, то Беларуси придется решать вопрос самостоятельно. Так, конечно, угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутреннее дело другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить. Эксперты уже пишут о предательстве со стороны Путина после таких заявлений из Кремля. При этом Беларусь готовится к вступлению в войну.
В этом уверены представители белорусской оппозиции. Они передали в МИД Украины доклад, в котором утверждается, что Беларусь превращается в военный плацдарм России. Среди главных признаков названы изменение Конституции и военной доктрины, разрешающие превентивные удары и использование армии за пределами страны, а также резкое наращивание численности войск и мобилизационного резерва. Авторы доклада также указывают на перевод экономики на военные рельсы, тесную интеграцию с российским ВПК, размещение российского ядерного оружия и присутствие российских военных. Отдельно отмечается строительство оборонительных линий на границах, обязательная военная подготовка школьников, подготовка медицины и гражданской инфраструктуры к военному времени. Цитирую. Накопление стратегических ресурсов, обязательные резервы нефтепродуктов увеличены вдвое, до 30 суток хранения. Минобороны расширила списки гражданской техники, подлежащей мобилизации в случае военного положения. А согласно недавнему постановлению Совета министров от 15 мая 2026 года номер 249, гражданский автотранспорт предприятий может принудительно формироваться в военные автоколонны. Напомню, сам Лукашенко уверяет, что Беларусь не будет воевать и не хочет войны. Друзья, а что думаете вы? Что будет уже через неделю и как решится вопрос между Минском и Киевом? Напишите свои варианты в комментариях. Россия ввела режим ЧС. Ракетный залп нанесен. Власти заявили о тяжелых потерях. Страна считает погибших. Их минимум 5, несколько десятков ранены. Это в том числе работники завода ВСПП «Микрон», который создает в том числе микросхемы для ракет «Искандер» в Воронеже. Именно и там был введен режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор, который и признал тяжелые потери. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. Украина подтверждает удар ракетами. В Киеве уже заявили, что системное уничтожение военных заводов внутри России только продолжится. По разным оценкам, удар был нанесен ракетами Storm Shadow. Продукция этого завода напрямую используется врагом для изготовления высокоточного управляемого оружия, которым российские оккупанты наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей. Уничтожение мощности объекта значительно ухудшит способность России производить новые ракеты. Генштаб ВСУ заявил и об ударе по центру космической связи в подмосковной Дубне. По данным украинской армии, объект был поражен, над территорией зафиксировано сильное задымление. В компании «Космическая связь» подтвердили атаку беспилотников, но заявили, что работа систем связи и телевещания не нарушена. Центр космической связи Дубна – один из крупнейших спутниковых узлов России и Европы, обеспечивающий телевещание, передачу данных и другие задачи спутниковой связи. Кроме того, украинские военные заявляют о продолжении операций по нанесению ударов по югу России, по Крыму и другим регионам РФ. В Москве заявляют вновь о сотнях сбитых украинских БПЛА. В то же время в Софеде РФ звучит и другое резонансное заявление, которое сейчас активно обсуждают с двух сторон, как украинцы, так и россияне. Глава Софеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия начала войну, чтобы в России не было войны. По ее словам, у Кремля просто не оставалось иного способа обеспечить безопасность, кроме как пойти на опережение и жестко остановить зарождающийся фашизм. Это цитата. Сегодня роль плацдарма для нового похода Запада против России отведена Украине. Нашей стране не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения специальной военной операции. Сделав этот выбор, мы уберегли страну, народ, от повторения трагедии 1941 года. Россия объявила новую фазу войны. Это также заявление из Софеда. Председатель комиссии Софеда РФ Пушков уверяет, что сейчас начался новый этап вражды с Западом. И именно Запад атакует Россию. Не напрямую, но помогая Украине. Все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны. Отмечу, что в ночь на 23 июня масштабные взрывы прогремели снова в Крыму, в районе Феодосии, Симферополя и Керченского пролива. Местные паблики сообщали об атаке дронов и активной работе ПВО в районе Крымского моста. Удар по нему анонсировали на днях в Киеве.
Политическое чистилище, отстранение президента и срочные изменения в Конституции. Парламент идет в атаку. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале беспрецедентной операции «Чистилище», цель которой – принудительно снести с поста президента страны Тамаша Шуяка. Ситуация накалилась до предела после того, как Шуяк, которого новое правительство считает марионеткой Виктора Орбана, наотрез отказался добровольно уходить в отставку. Пытаясь сломить сопротивление соратника Орбана, премьер идет ва-банк и запускает радикальную конституционную реформу. Полномочия президента будут аннулированы специальной поправкой. Она вступит в силу на следующий день после ее принятия, заявил Мадьяр. И обещает стране новые выборы уже совсем скоро. Согласно положениям основного закона, у меня сейчас нет перед глазами всего текста, но если президент не выполняет свою законную обязанность, а с момента поправок Орбана президент уже не может отправлять основной закон на пересмотр, возвращать его или направлять в Конституционный суд, то у него остается только одна возможность – подписать его. По плану, примерно к 20 июля Тамаш Шуяк уже точно не будет президентом Венгрии. Скандал в Чехии. Президента Петра Павела выкинули из делегации на саммит НАТО. Такое решение приняло правительство Бабиша. Чешский премьер объявил, что на саммит Альянса, который пройдет в начале июля в Анкаре, поедет лично он, а также министры иностранных дел и обороны. Такую команду, по словам Бабиша, сформировали чисто из практических соображений, потому что грядущий саммит, далее цитата, будет крайне важным для Праги. Как пишет Рейтер, решение правительства нарушает сложившуюся практику. После вступления Чехии в НАТО в 1999 году президенты страны почти всегда возглавляли национальные делегации на саммитах НАТО, либо участвовали в них вместе с премьер-министрами. Издание предполагает, что Бабиш не включил президента в делегацию из-за личного конфликта с ним. Напомню, Павел выступает за военную помощь Киеву, сам он военный в отставке, был председателем военного комитета НАТО, а вот Бабиш разногласия отрицает. Говорит, чешский президент и так много ездит по заграницам. Утверждение о том, что с нашей стороны это якобы какая-то демонстративная обида или что мы что-то запрещаем президенту, мы категорически отвергаем. Это неправда. По имеющейся информации, президент за время своего мандата совершил 61 зарубежную поездку, и только при нашем правительстве за 6 месяцев этого года посетил 12 стран. Масштабная эвакуация и побег тысяч людей из городов. Россия усиливает давление на Славянск и Краматорск. Города, которые остаются последними крупными опорными пунктами Украины в Донецкой области. Тысячи мирных жителей уже бегут, спасаясь от авиаударов и дронов. Об этом говорится в репортаже New York Times из прифронтовых городов. В материале уточняют, пока Киев наносит дальнобойные удары по территории России, Москва делает ставку на продвижение к главным городам пояса крепости Донбасса. Авторы напоминают, что у России по-прежнему превосходство в численности и огневой мощи, и именно Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка – это основная часть тех 20% территории Донецкой области, которые по-прежнему контролирует Киев и которые хочет РФ. Российские войска пробились в Константиновку, Дружковка превратилась в пустыню. Таким образом, Славянск и Краматорск остаются последними реальными оплотами Украины в Донецкой области. Эти два города не находятся под непосредственной угрозой захвата, однако силы Москвы продвинулись достаточно близко, чтобы все чаще обстреливать их планирующими бомбами и взрывающимися дронами. Тысячи мирных жителей бежали, поскольку жизнь здесь стала невыносимой. Издание со ссылкой на военных, а также анализ данных последних лет, которые касаются темпов продвижения РФ, пишет, что российская армия не может захватить эти города быстро, но способна методично стереть их с лица земли. Это была цитата. Российская Минобороны уверяет, что юг Константиновки уже полностью под контролем РФ, как и сотня новых зданий в городе. Украинские военные при этом уверяют, никакого окружения ВСУ, как об этом заявляет российская сторона, нет. Но ситуация непростая. По их словам, реальная ситуация в городе не настолько катастрофическая, как ее описывает российская сторона, но значительно сложнее, чем следует из официальных заявлений украинского командования. Борьба за еще теплое кресло британского премьера началась. Спустя всего несколько часов после того, как Стармер заявил об отставке, популярный политик-лейборист Энди Бёрнем, который пока что является единственным кандидатом на пост лидера лейбористской партии и премьер-министра Великобритании,
официально принес присягу в качестве члена парламента и уже заявил, будет претендовать на пост преемника Стармера. Нового главу правительства страны 7-го за 10 лет правящая лейбористская партия должна избрать до 16 июля. От фаворита этой гонки Бёрнима, пишут британские СМИ, ждут многого, но только не смены курса в отношении России. Лондон будет помогать Киеву при любом премьере. По мере продвижения вперед нашим приоритетом должно стать совместное возвращение страны туда, где мы все хотим ее видеть. Люди ждут прогресса в экономическом росте, решения проблемы стоимости жизни, развития государственных услуг, жилищного строительства и создания возможностей для следующего поколения. Мерцу посоветовали взять пример со Стармера и тоже написать заявление на увольнение. Предложение прозвучало накануне от немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Депутаты от АДГ опубликовали новость об уходе британского премьера и заявили, что политики, игнорирующие интересы собственного народа, всегда терпят крах, говорится в заявлении АДГ. Крупнейшая переброска войск Беларуси. Немцы отправляются к границам РБ для защиты восточного фланга НАТО. В Литве, пишет Бильд, Берлин планирует разместить почти 5000 военнослужащих Бундесвера на постоянной основе. Глава литовского Минобороны Робертас Каунас заявил, что строительство военного городка со всей инфраструктурой недалеко от границы с Беларусью идет полным ходом и с опережением графика на 10 месяцев. Уже совсем скоро туда могут зайти немцы. Военные будут жить вместе с семьями, уточняет издание. При этом в Германии возникла кадровая проблема. Бундесвер впервые допустил, что для комплектования литовской бригады могут понадобиться не только добровольцы. По словам командующего сухопутными войсками Германии генерала Фройдинга, если понадобится, военные будут направляться на службу в Литву в приказном обязательном порядке. Приговор Лукашенко – 18 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Накануне российские СМИ сообщили, что однофамилец белорусского Лукашенко, житель части Луганской области, неподконтрольной Киеву, Владимир Лукашенко, первые 3 года будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок проведет в исправительной колонии строгого режима. Следствие утверждает, что в 2023 году Лукашенко добровольно собирал разведданные о передвижении и местах дислокации российских военнослужащих в Рубежном и сливал их украинским спецслужбам через мессенджер. В других выпусках также много ответов на вопросы и события. Переходите, друзья, на канал и смотрите. До встречи!